4 вкусных, сытных рецепта в одном видео. Эти мясные закуски украсят стол на Новый год и любой другой праздничный стол. Все готовится просто, а получается очень нарядно. И я специально собрала рецепты с самыми разными мясными продуктами. Будет очень вкусно, так что просто продолжайте смотреть. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Пришло время взяться за поиск идей к новогодним праздникам. И в сегодняшнем ролике приготовим очень классные мясные закуски. Рецепты предыдущих лет по-прежнему актуальны, и по-прежнему я их очень сильно люблю. Ссылки на них оставлю в описании под этим видео, чтобы вы могли выбрать для себя из максимального количества всего самого вкусного. Но так как мне хочется готовить для вас каждый год что-нибудь новенькое, поехали готовить! Начинаю с крекер-сэндвичей. Эта закуска очень простая, но все ее просто обожают. Вкусно, сытно и немного пикантно. Эти сэндвичи на 2 укуса просто тают во рту. Список ингредиентов к рецепту в описании под роликом. Готовится все очень быстро. Первым делом половину крекеров я смазываю тонким слоем горчицы. Она тут не только для вкуса, а еще и поможет скрепить слои. Мажу крекеры горчицей и сразу укладываю на противень, застеленный пергаментом. Теперь я тонко нарезаю варено-копченую ветчину. Я специально взяла шейку, чтобы в ней были жировые прожилки для сочности. По желанию можно взять менее жирную часть. Важно нарезать мясо тонко, чтобы кусочки были эластичные. Теперь беру сыр. Я купила сыр, который уже нарезан пластами. Просто разрезаю его на кусочки размером примерно как и крекеры. Сыр я взяла со вкусом топленого молока, он тут будет в тему. Теперь добавлю пикантности, маринованный острый перчик. Разрезаю кружочки. Перца я кладу немного в каждую порцию, чтобы закуска не была жгучей. Сэндвичи получатся лишь греющими. По желанию перец можно не использовать совсем. На смазанные крекеры укладываю ломтики мяса. Благодаря горчице они скрепляются с основой крекером. Далее идут кусочки острого перца, которые я накрываю сверху сыром. Накрываю сэндвичи второй половиной крекеров. Сыр расплавится и соединит верхнюю часть с перчиком и ветчиной. Для того, чтобы сэндвичи сделать интереснее, отделаю их сверху. Для этого готовлю обмазку. Растапливаю сливочное масло. К нему добавляю немного вустерского соуса, он придаст яркий вкус. Добавляю горчицу и смешиваю все венчиком. Сэндвичи смазываю масляной обмазкой. Посыпаю верх семенами кунжута, мака и хлопьями соли. Запекаю при 200 градусах в режиме конвекции в течение 10 минут. Если нет режима конвекции, используйте режим вверх плюс низ и температуру 220 градусов. Такие канапе смотрятся на праздничном столе очень нарядно. Сытные фрикадельки, нежный сыр и пикантный маринованный лук с огурчиком, а соленый кренделек добавит хруста. Очень вкусно! Список ингредиентов к рецепту в описании под роликом. Начинаю с мариновки лука. Готовлю маринад, это простая заправка винегрет. К растительному маслу, у меня оливковое, вливаю яблочный уксус. Добавляю цельнозерновую горчицу, немного соли и перца. Смешиваю до состояния эмульсии. Кружочками режу красную луковицу. Отправляю лук в заправку и перемешиваю. Пока я буду заниматься остальными приготовлениями, пару раз перемешаю лук, чтобы он мариновался равномерно. Бамбуковые шпажки опускаю в воду, так они не сильно потемнеют в духовке. Перехожу к фрикаделькам. У меня свино-говяжий фарш. Берите тот, который вам нравится. В фарш отправляю яйцо, приправляю солью и перцем. Добавляю пищевые дрожжи. Это не дрожжи для выпечки, это вкусовая добавка. Она не обязательна, но фрикадельки с ними получаются с легким сырным вкусом. Всыпаю молотые несладкие кукурузные хлопья. Также можно взять панировочные сухари. Тщательно вымешиваю фарш до упругости. Приступаю к формовке фрикаделек.
Сбрызгиваю тарелку водой, чтобы фрикадельки к тарелке не прилипали. Формовать буду при помощи маленькой ложки для мороженого. Так они будут все одинакового размера, и это быстро. Можно набирать фарш и простой чайной ложкой, конечно же. Опускаю ложку в воду, набираю фарш, перекладываю на тарелку. У меня ровно 15 штук. Теперь катаю фрикадельки влажными руками, чтобы они были ровными и гладкими. Готовлю плацдарм для фрикаделек. Вырезаю из черного хлеба кружочки при помощи формочки для печенья. Важно выбрать не слишком воздушный черный хлеб с более плотным мякишем. Так основа будет хорошо держать канапе. При этом выделяющийся во время приготовления соки хлеб будет впитывать. Режу тонкими кусочками сыр. У меня он подкопченный для дополнительного аромата. Начинаю собирать канапе. На противень, застеленный пергаментом, выкладываю кружочки хлеба. Сверху выкладываю фрикадельки и аккуратно пронизываю все шпажками. Поверх фрикаделек нанизываю сыр. Он будет плавиться и обволакивать мясные шарики. Отправляю противень в духовку. Температура 220 градусов, время 14-16 минут. Этим временем режу маринованный огурец, мне нужно 15 кусочков. Основа готова, достаю противень из духовки. Нанизываю поверх сыра по кружочку огурца. Сверху по несколько колечек маринованного лука, плюс добавляю по капельке маринада. Это вкусно и красиво. В завершение по одному соленому крендельку на каждое канапе. Красота, правда? Этот паштет из куриного филе и крем-сыра невероятно нежный. В качестве основы для тарталеток можно взять как вафельные корзинки, так и песочные. Выбирайте на свой вкус. Список ингредиентов я оставила в описании под роликом. В глубокую миску отправляю крем-сыр. У меня самый обычный, без добавок. Нарезаю мелкими кубиками куриное филе. Я приготовила его заранее при помощи су-вида, но подойдет и простое отваренное. В су-виде оно получается максимально нежным и сочным. После филе нарезаю вяленые помидоры. У меня свои домашние. Помидоры добавят вкуса и легкой сладости. Отправляю курицу и помидоры к сливочному сыру. Теперь я рублю маринованные артишоки. Они добавят кислинки. За неимением можно заменить артишоки маринованными шампиньонами. Грибов стоит взять в 1,5-2 раза меньше, потому что артишоки нежнее по вкусу. Артишоки отправляю к остальным ингредиентам. Всыпаю сушеный чеснок. Его вкус нежнее, чем у свежего. За праздничным столом это более уместно, потому что понравится и тем, кто не любит насыщенный чесночный вкус. Добавляю соль и тщательно перемешиваю паштет до однородности. Наполняю паштетом вафельные лодочки. Такой паштет – отличная закуска для любых тарталеток, закусочных блинов и профитролей. Перед подачей посыпаю лодочки мелко рубленной зеленью петрушки для красоты. Этот пирог очень забавный и интересный и точно понравится как детям, так и взрослым. Каждый отрывает себе свою маленькую порцию. Тесто изнутри уже смазано кетчупом, так что это будет вкусно без каких-либо дополнительных соусов, но по желанию всегда можно добавить. Список ингредиентов я оставила в описании под видео. Начинаю с приготовления теста. У меня это простое нежное тесто на кефире. В миску отправляю яйцо. Вливаю растительное масло. Всыпаю соль. Вливаю кефир. Перемешиваю смесь. Всыпаю муку и соду. Соду гасить не нужно. В кефире есть кислота, она и вступит в реакцию с содой. Перемешиваю тесто сперва ложкой, а затем слегка замешиваю. Тесто будет мягким и нежным. Я не замешиваю его до плотности, чтобы оно было нежным и воздушным после выпечки. Теперь я убираю тесто в пакет на 15 минут, чтобы оно стало более упругим и гладким. Подформовываю тесто в шар и раскатываю его в пласт толщиной около 5-7 мм, подпыляя пласт мукой. Так как тесто не очень плотное, лучше подпылить хорошенько.
Смазываю пласт кетчупом и нарезаю его на полоски. Кетчуп у меня, кстати, тоже домашний. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Можно поместить 14-16 маленьких сосисок или половинок обычных. Так что количество полос для оборачивания вырезаю под количество сосисок. Оборачиваю каждую сосиску тестом и слепливаю края. Ставлю сосиски в тесте в форму для выпечки. Я ее предварительно слегка смазала растительным маслом. Тесто во время выпечки еще немного раздастся, так что я оставляю небольшое расстояние между сосисками. Выпекаю пирог при 200 градусах около 20 минут. Главное, должно пропечься тесто, чтобы оно не было сырым и клеклым внутри. Подавать можно как в теплом, так и в охлажденном виде. В комментариях поделитесь, какое количество закусок обычно готовите на свой новогодний стол, или напишите просто что-нибудь приятное. Если эта подборка вам понравилась, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы у меня впервые, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».